Если не боишься, тут рядом есть застава Тенак. Миссия. Слыхали о бродячих криках? Тебя, между прочим, все слышат. Думаю, команда Рунды потеряла снаряжение где-то здесь. Еще бы разок прочитать контракт, убедиться, что я знаю, что делаю. Видимо, это та самая телега. Но снаряжения в ней нет. Нужно взглянуть поближе. Тот, кто взял снаряжение, раскурочил всю телегу. Может, визор поможет понять, что случилось. Следы когтей. Возможно, коршунов. Еще следы когтей. Покрупнее. Может, цветокрыло? Наверное, тот, кто их оставил и забрал снаряжение. Может, если положить что-то еще, получится его приманить, а потом проследить до гнезда. Убежище. Здесь можно отдохнуть и проверить снаряжение.
Против этой машины стоит применить кислоту. Ну вот, теперь надо где-то спрятаться. Кажется, и правда светокрыл. Если хочу найти снаряжение Рунды, придется за ним проследить. Скрытно. Против нее хороши снаряды с водой. Похоже, вот гнездо светокрыла. Будем надеяться, снаряжение здесь. Заметили.
Не придется беспокоиться о запасе. Это точно снаряжение Азерам. Нужно выбраться, пока Светокрыл не вернулся. И вернуть это Рунде. Длина шеи поврежден. Нужно взглянуть поближе.
Азерам. Что они здесь делали? Не нравится мне это. Нужно посмотреть. Похоже, Азерам использовали какой-то гарпун, чтобы уничтожить машину. Видимо, она напала на лагерь. Может, мой визор поможет понять, почему. Это антенна длинношея. Получается, Азерам их как-то сорвали. Гарпуны с тросами? Они пытались убить длинношея. Значит, Азерам хотели свалить длинношея и разобрать его на детали. Тут-то машины на них и напали. Жаль, что не получится залезть наверх и оценить повреждения. Хотя я сама свалю длинношея и попытаюсь починить его на земле. Немного грубо, зато эффективнее. Гарпуном в уязвимое место. Загрузка. Перехват может починить длинношея. Тем больше причин его свалить. Неприятности. А еще мне нужно купить. Думаю, у Азерам здесь есть и другие варианты. Осталось их найти. Скорее всего, поблизости есть еще гарпуны. Нужно их найти. И с их помощью свалить длинношея. И тебе привет! Баллиста поможет мне справиться с машиной. Похоже, это тоже сделали машины. Еще одна баллиста. И там есть один из нужных гарпунов.
уже воспользовалась этой баллистой. Рядом должны быть еще. В этом орудии остался гарпун. Использую его. Еще одного должно хватить. Еще машина. Нужно поторопиться. Я уже воспользовалась этой баллистой. Рядом должны быть еще. Этот гарпун уже закреплен. Нужно поискать другие. Машины не отстают!
Еще одна баллиста. И там есть один из нужных гарпунов. Она рассыпается. Прости за это, здоровяк. Становится прохладно. Солнце уже заходит. Ты вернулась. Нашла снаряжение для лагеря. Так ты справилась. Спасибо, Элой. Теперь жизнь моих людей улучшится. Вот твоя плата. Согласно контракту. Спасибо. Мы наконец-то сможем вернуться в безлюдные земли, как только мои люди окрепнут.
Еще кое-что. Детали бронеката, нужные мне для изготовления брони. Я потеряла их, когда мы напоролись на Тенакт. Я надеялась, ты сможешь их найти. Иначе весь поход не имеет смысла. Ты знаешь, где они могут быть? Я отметила область в контракте. Хотя толку от этого немного. Ладно, попробую помочь. Спасибо, Элой. Скоро мы пойдем обратно в Светпур. А я только начал привыкать к... месту. Спасибо, что так помогла нам, Элой. Хорошо. Льется из того здания. Спасибо. Надо проверить. Кто-то здесь уже проходил.
По словам Рунды, она потеряла детали бронеката где-то здесь. Деталь бронеката. Отлично. Это мне скоро пригодится. Еще деталь. Эй! Это не твоя деталь, приятель! Придется отобрать ее силой. Теперь можно забрать деталь. Заодно еще детали принесу. Возьму с собой. Это-то мне и нужно.
Думаю, этого хватит для создания брони. Теперь отнесу все Рунде. Стой здесь. Охотница, выглядишь как после боя. Я нашла детали. Пришлось отбить их у бронезуба. У бронезуба? Знаешь, после всего произошедшего, я подумывала сделать новый шлем. С улучшенной защитой от песчаной бури. Детали бронезуба отлично подойдут. Твои труды не должны быть напрасными. Рада помочь. Вот, твоя плата. Когда моя броня победит в соревновании Керуфа, придешь отпраздновать с нами? Если выкроешь время заглянуть в свет пустоши. Хорошо. Я подумаю. Надо признать, здесь немало хороших трофеев. Так, готовьте инструменты. Будем делать броню. Только в таких суровых условиях и чувствуешь, что живешь, правда? Надо признать, здесь немало хороших.
Лагерь Азерам. Что они здесь делают? Здесь работает гений. Меня никак нельзя отвлекать. Если нужны детали, можешь... О, охотница? Ха, да, славно, славно. Я надеялась на эту встречу. Нельзя терять время. Элой. Этот старый Боров Керув ждет от меня просто лучшей брони на запретном западе. Но я, Ханда, сделаю ему шедевр. А ты поможешь мне в этом. Конечно, не бесплатно, хотя смотреть, как я работаю, само по себе награда. Так ты из людей Керуфа? Значит, ты тоже делаешь для него броню. Прямо под боком у Тенакт. А, у них, знаешь ли, своих проблем хватает. К тому же, я делаю не просто броню, а произведение искусства. Шедевр, сочетающий величие древних машин и чудеса реликвий. Выносливость кроткого плугорога и свирепость яростного лиходея. Что ж, с чего ты начнешь? Ты говорила об использовании деталей плугорога? Неподалеку отсюда я заметила стадо. Если сможешь принести нужные детали, броня будет столь же крепкой, как они сами. Попробую. О, еще кое-что. Плугороги иногда оставляют за собой след из цветов. Утару делают из них какой-то напиток для успокоения разума. Я бы попробовала. Вдруг он меня вдохновит на новые идеи. Хорошо. Попробую помочь. Ты говорила об использовании древних реликвий? Верно. Но мечта угасла, как намокший горн. В каком смысле? Я получила отчеты, относящиеся ко времени красных набегов. Там речь о руинах, полных сокровищ. Но двое новобранцев украли свитки и втихаря отправились за реликвиями. Нужно найти воров, прежде чем они сбегут с моими трофеями. Попробую выследить. Как найдешь, хорошенько отделай их за меня. Ладно? Значит, ты говоришь свирепость лиходея? Очень интересно. Мы выследили их стаю неподалеку. Отстрели одну из их пушек, и я сделаю броню столь же смертоносной. Хорошо, я посмотрю. Изучу контракт. Что ж, если выполнишь, мы подберем ее. Ты говорила, тебе нужны детали древних машин для брони? А, да. Неподалеку есть целое кладбище этих созданий. Просто ужас. Из их деталей я сделаю броню, вселяющую во врагов страх и душевное смятение. Я изучу контракт. Чудесно! Жду его выполнения. О, нужны детали машин? Или хочешь от них избавиться?
Все честно. Как только получу детали, ты увидишь, что такое работа гения. Элой, надеюсь, ты занята выполнением контрактов? Ага. Ты все равно вернешься.
Сила! Во имя десятых. Вроде болит. Галла уже идет. И подъемников, и шести. Слышал, твой брат... Каждый клинок И если детали у тебя, отдай их Кали, и мы откроем арену. Элой, пришла сдать жетоны или обменять медали? Что-то заработала на охоте? А детали, которые нужны, чтобы открыть арену, отдай их Калли. Я нашла несколько солдатских жетонов. Отлично. Близкие и соратники павших будут благодарны. Подруга, ты стоишь целой дюжины отрядов. Возьми, это тебе. Надеюсь, пригодится. Заработай больше медалей и получишь достойную награду. Ой, прости. Сейчас у меня нет с собой жетонов. Все в порядке. Сообщи, когда найдешь. Ладно, мне уже пора. Доброго пути. Возможность купить прекрасные товары. Пары чужеземцев. Вы что смотрели? Как тебе это удалось? Покажи силу. Да будет блестящий твой клинок. Да направит тебя десятый демка. Окажи мне честь. Может, ты принесла жетоны? Нашла детали для баллисты? Детали для баллисты у меня. Прекрасно. Сейчас же займемся ремонтом и сразу откроем арену. Приходи испытать свои навыки.
А как? Просто скажи мне, и я все организую. Медали, заработанные в бою, ты сможешь обменять у меня на наше лучшее снаряжение. И не только медали арены, но и с охотничьих угодий. Увидишь новое снаряжение, и я сразу стану твоей любимицей. Наше дело — помочь тренировкам, а не в любимице набиваться. Не завидуй. Тогда я пойду. Победишь ли, отыщешь жетоны павших солдат, найди меня. Ну что ж, если хочешь пойти на арену сейчас, мы все организуем. Давай попробуем. Славно, арену откроет защитница. Увидимся, защитница. С возвращением! Плазму его лучше не тратить.
А ты храбра, защитница. Признаю. Ты должна мне 20 осколков. Регалла падет! Давай Да не покинет тебя честь. Честь и сила! Пусть твое имя произносят с честью. Место для отдыха. Застава прямо вон там. Ты готова? Вообще-то я уже была на этой заставе, но пленницы не видела. Правда? Может, ее перевезли куда-нибудь еще до этого? Та пленница Накала. Моя единственная зацепка.
Может, удастся взять ее след. Пойдем попробуем. Вот это ветер! Разведчики говорят, Накалу видели привязанный к столбу. Давай осмотримся. Вон там, деревянный столб. Но Накаллы там нет. Может, мятежники увели ее? Поищу следы. Ага. Следы уходят от столба. И куда они ведут? Веревка. Хватит, чтоб связать кого-нибудь. Кровь. Мятежников или Накаллы? Тупик. Нет. Думаю, под досками что-то есть. Давай руку, Накала. Спокойней. Где я? Духовница? Это ты? С тобой чужеземка? О, как ты оказалась там внизу? Мятежники подвесили меня. Думали, я выдам перемещение отряда долинников, если поджарюсь на солнце. Я сумела выскользнуть и побежала. Ушла я недалеко. Дальше помню удар по голове и вкус земли во рту. Как вы тут оказались? Мы ищем Каву. Его отряд видели выходящим из этой заставы. Да, он был здесь. Это его отряд напал на нас на дороге. Нашим удалось сбежать, но меня схватили. Кава сам привязал меня к столбу. Если ты ищешь его, духовница, боюсь, ты найдешь лишь боль. Ясно, кому он предан. Знаешь, куда ушел его отряд? Они говорили про срез воды. Тогда мы продолжим поиски там. Встретимся у среза воды, к юго-западу отсюда. Дека, если Кавва напал на ее отряд... Нет, он еще не потерян. Надо найти его и вернуть на истинный путь. Ладно, я приду. Ну а ты? Эту рану нужно осмотреть. Затянется. Я немного отдохну, а потом отправлюсь в рощу. Говорю тебе, рыжая, духовница в это не верит, но ее внук предатель. Мы пока этого не знаем.
Григорий. Похоже, это рыскарь красноглаз. Помогло.
волосы цвета крови. О твоих деяниях знают по всей долине, восточница. Ты помогла нашим шерифам и вождю. Лично я тебе благодарен. Вот что я предлагаю. Я буду делиться с тобой тем, что знаю и слышу. И тебе не придется нуждать здесь в потере. Тебе будет интересно. Разведчики заметили наездников на машинах на юго-западе за колючей топью. Хоть они и не стали нападать на наших бойцов, это не значит, что они не опасны. Будь всегда начеку. Спасибо за совет. Наверное, это команда Атты. Как смогу заглянуть к ним? Прослежу, чтобы не попали в неприятности. Хочешь похвастаться? Мы с Ротека недавно завалили огромную машину в охотничьих угодьях. Будь осторожна, защитник. Застава. Похоже, отсюда начинаются земли долинников. Можно пополнить здесь припасы. Погнали! Солдаты Тенакта такие мятежники. Надо бы им помочь.
Волосы красные, как порча. Я знала, что глаза меня не подводят. Ты Элой, та, кто победила защитника Регалы. Меня зовут Гатак, командир отряда лисов клана Долинников. Прости нас за внезапное появление. А вы хорошо подготовились. Долинники умеют как следует использовать фактор неожиданности. Так мы и побеждаем. Ты хочешь отбить Крайтопи? Крайтопи? Деревню Долинников к юго-западу. Ее захватили мятежники. Я подумала, что это твоя цель, раз ты сражаешься против Регала. Да нет, я здесь не для этого. Мы находим и перерезаем им пути снабжения. Но потом нам придется атаковать деревню. И нам бы пригодилась твоя помощь. Если буду рядом, попробую помочь. Доведут тебя десятые. Но прежде чем ты уйдешь, вождю Хикара не понравится, если члены его клана не отблагодарят тебя за помощь в борьбе с Регалой. Спасибо. Да приведет наша встреча к победе. Ветер от чего-то рассердился. Это стресс воды. Там меня должна ждать Дека. Надо идти пешком. Еще не хватало, чтобы там попалась машина. Как только освобожусь, пойду потренируюсь. Ты на арене? Зачем? Подготовиться к следующему кульруту. У тебя новая отметина. Я тебе слышал, друзья. Странно, последний был. Веди себя прилично, друзья. Забыл? Командование отклонило. Я говорю правду. Послушай его, Ароки. Ни за что. Он предатель. Дека, что происходит? Элой, рада тебя видеть. Это Ароки, глава среза воды. Ты та бестолочь, что записалась в защитники вождя? А ты, значит, Каву. Мой внук. И солдат, который хочет искупить вину. Или пытается обмануть нас? Мои разведчики поймали его, когда он рыскал возле деревни. Ничего я не рыскал, а пришел предупредить. Мятежники задумали нападение, хотят послать машину на эту деревню. Я сбежал от них, когда понял, что они задумали. Вы должны мне поверить. А где сейчас мятежники? Они охотятся на ту машину к северу отсюда. Я могу показать. Ты можешь только предстать перед судом. Ты предал свой клан и вождя. Кровь и клинки решат твою судьбу. Буду драться с кем скажете, но прежде остановим атаку. Зачем уничтожать эту деревню? Я думала, Регале нужен Хикару. Он был долинником прежде, чем стал вождем. Мы всегда будем стоять за него.
в отличие от пустынников и небесников. И срез воды – опорный пункт между рощей и столицей на побережье. Это так. Нам приказали лишить Хикара поддержки клана долинников. Но я думал, это значит остановить поставки припасов, а не вырезать деревню. Ты сказал, что сбежал, когда узнал об этом нападении. Почему ты передумал? Когда я стал мятежником, я считал, что Регала поведет нас в бой со старыми врагами, Карха. Но мы лишь убивали своих. И ради чего? Гордыни? Мести? Когда командир отряда рассказал мне о планах уничтожить эту деревню, я сбежал. Все это ложь! Все, кто предал свое племя, чтобы присоединиться к Регале, хорошо знали, на что шли. Нет, не все. Если Кава говорит правду, вся деревня в опасности. Нам нужно остановить мятежников. Они разбили лагерь к северу от реки, рядом с утесами. Я могу показать дорогу оттуда. Хорошо. Пусти его, Ароки. Нет. Я не дам ему шанса сбежать. Он останется здесь, до самого суда. Я заплачу кровью за кровь. Я займу место Кава до его возвращения. Это ошибка, духовница. Клану нужен твой совет, а не ложь этого недоноска. Таков наш обычай. Кава пойдет целой. Тогда я тоже пойду. Если мальчишка не врет, мой клинок пригодится. А если врет, от меня не сбежит. Мне нужно подготовиться. Я приведу его к месту встречи. Ладно, увидимся там. Ты хотела что-то еще? Мне пора. Увидимся у лагеря. Западут твои враги. Ты держишься уверенно. Это хорошо. Эй, Ленка, отходи в другую. Я не смогу пройти все испытания. В охотничьих угодьях. Может быть, присмотришь?
лагерь, о котором говорил Кавва, где-то неподалеку. Где их носят? Они должны быть уже тут. Кто-то ждет впереди. Мятежники. Друзья Кавва. Знаешь, как пойти дальше. Засаду на путников? Каву придется объясниться. Лучше подожду их в сородке у костра. Пока уберу в запас. Встретила тут несколько твоих друзей, Кавво. Я уже не очень-то верю тебе. Это, наверное, был патруль. Клянусь десятыми, я не знал, что они будут тут. А я что говорил? Его ложь как глубокая рана. Лучше прижечь ее сейчас, пока не загнила. Нет! Я говорю правду! Развяжи его. Как скажешь. Но это ошибка. А мое оружие? Если решил... Отдай ему, Арокки. Нам пора идти. Веди нас. Нам наверх. Куда ты нас ведешь? Мятежники стоят лагерем у водопада. Я шел этим путем, когда сбежал. Они не будут ждать, что кто-то придет отсюда. Или будут. И нас убьют, стоит там показаться.
вот и водопад. И там никого нет, как я и подозревал. Пойдем дальше. Мне это не нравится. Куда все делись? Ни мятежников, ни машин. Как я их... Вон там, у водопада. Металл против металла! Вперед! Справились. Каллум, ты ранен. Выжил. Важно, что мы остановили нападение. Благодаря тебе. Сегодня ты спас многих. Идем. Вернем тебя в срез воды. Похоже, ребра тоже сломаны.
Иди вперед. Я провожу его в деревню. Ладно. Скажу Деке, что случилось. Неплохо. Да будет блестящим твой клинок. Просто смотрели. Ага. Вот настолько хороший. Потом сыграемся? Только хочу предупредить, что с прошлого раза у меня появились.
Трое ушли, вернулась одна. Что случилось? Кавва говорил правду. У мятежников был бегемот. Кавву ранили в бою, но мы остановили нападение. А Роке... Сожалеет, что сомневался. Твой внук доказал свою честность и смелость, духовница. Он верный долинник. Так ты его отпустишь? Он заслужил свободу. Но чтобы вернуть доверие всего клана, ему придется постараться. Я готов на все. Спасибо, Элой. Спасибо. Срез воды у тебя в долгу. Возьми это в благодарность. Спасибо. Как поправишься, я столько всего тебе покажу. С возвращением. Приветствую. Я была к северо-западу отсюда, у укуса соли. Наткнулась там на место, где земля покрыта железом. Не знаю, что это, но вряд ли что-то хорошее. Будь осторожна. Спасибо тебе. Земля Не теряй с железом? бдительности, солдат. Может Пройдешь быть, мимо, там котел? упустишь выгодную сделку. А значит, и данные для перехвата машин. Вот так? Ого! Ты не молотом тут мажешь, Эрент. Давай-ка попробуй помягче. Мои пальцы сосиски помягче не могут, ясно? Верни назад. По линии. Правее. Да правее! Видел, видел. То, что Элой нашла на севере. Есть. Называется вроде «Вечер на монотонном кряже». Вот это музыка! Элой! Рэнд, тебе уже лучше. И ты здесь? Варл сказал, что тебе не помешает помощь в сложные моменты. Но впереди еще много занятий, конечно.
За один день охотником не станешь. Каждому ростку свое время, но расцветают все. Знаешь, пришел твой друг Тенакт. Каталла. Говорят, их воины пьют кровь. Может, нам по очереди спать? Думаю, с него крови уже хватило. Я проводила его в одну из комнат. Кажется, он любит быть один. Похоже, у вас тут все под контролем. Надо отдать это Гее. Да, а мы продолжим наши упорные занятия. Эти глифы мне уже снятся. Ну, пока кое-кто бродил по окрестностям, я поработала с Геей и нашла информацию о духах Земли. И мне кажется, тебе занятия не повредят. Идем. Да. Ладно. Кстати, я доставил сообщение Талане. Она отправилась на юго-запад в лагерь Азерам, который вы искали. Она так много болтает. Ты делал бы так же, если бы знал все обо всем свете. А еще после починки она сможет собрать армию машин. Кажется, кто-то решил тут обустроиться. Вижу, ты нашла комнату Варла и Зол. Думаю, им было нужно свое пространство. Ясно. Это не может быть правдой. Кажется, комната изменилась. Твоих рук дело, Гейб. Элой. Рада тебя видеть. У тебя, наверное, целая куча вопросов. Мне рассказали про врагов и их намерения. Меня представили видению, что тут живет. Геи. И дали мне визор. Не буду врать, я мало что понимаю. Но пока мне надо знать, где тренировки и когда бой. Что ж, добро пожаловать. Ты говорил, что Вал когда-то был твоим домом. Что ты был небесником. Да. Может, расскажешь? Ладно, расскажу. Мои родители погибли на войне кланов, меня воспитал отряд воинов. Когда подрос, я стал показывать успехи в боевом искусстве. Тогда Текоте и заметил меня. Я сражался против Карха и повел отряд в опасную вылазку в преграду. Это я открыл восточные ворота Света Пустоши и впустил Тенакт в город. Должно быть заметный подвиг. Это так. Дома встретили как героя. Я был счастлив. Но ты ушел. Я стал шерифом. Почему ты покинул клан, чтобы стать шерифом? Текоте послал меня на Кульрут. Тогда я подчинился бы любому его приказу. Я верил ему, как родному отцу. Я был слеп и не видел страха в его глазах. Страха перед молодым воином, который может заменить его. После Света Пустоши я стал героем для клана. Но для него я стал угрозой. Он не мог понять, что власть меня никогда не привлекала. Почему Текоте решил, что после Кульрута ты прекратишь угрожать его власти? Текоте знал, что если я выживу на Кульруте, мне придется отречься от клана и служить всем Тенакт. И я не смогу стать предводителем, даже если захочу. После победы у Света Пустоши Текоте произнес речь. Сказал, что мы не имеем права подвести Хикару и не отдать меня в шерифы. Хотя он отлично знал, что я не хотел уходить из клана. Это была ссылка. Отчетная, но ссылка. И я просто не мог отказаться. Так я стал шерифом и забыл о прошлом. Жаль, что все так сложилось. А мне нет. Пусть сперва и было больно, но мне суждено было стать шерифом. Когда мы были у Вала, стражники говорили что-то о крыльях десятых. И Хикаро упоминал их на Кульруте.
И Дека тоже. Что это значит? Видения поведали нам, что 10-е летали на огромных крылатых машинах и нападали на врага с небес. А мы стараемся подражать их подвигам и воинскому мастерству. Поэтому на Кульруте претенденты спрыгивают на арену. В детстве я мечтал о полетах, о чувстве свободы и о трепете перед небом. Что тебе ответил Хикаро, когда ты сказал, что уходишь сюда? Ты спасла рощу от мятежников, помогла объединить кланы. Что он мог мне ответить? Он все понял. Что ж, рада принять в свой отряд его лучшего шерифа. Хоть и на время. Верю. Что ты там изучаешь? Мне показали, как расшифровать символы, что показывает визор. Я попробую понять оружие, которое ты применишь против врага. Этот Гефест. Он что, сможет сделать машины подвластные Геи? Да. И сколько? Сколько понадобится? Какая мощь. Обладал ли такой хоть кто-то? Ты узнал, кто наши враги. Появились какие-то вопросы? Мне очень трудно понять все это. Прилетели с небес. Неуязвимая броня. Это пока. План сражения — твое дело. Я просто готов идти за тобой в самую гущу врагов. Что скажешь о нашем отряде? Они прямо рвутся в бой. Но, признаюсь, странно видеть среди нас Утару. Из фермеров выходят плохие солдаты. Когда мы отбивали этот лагерь от машин, она отлично проявила себя. Любопытно. Возможно, я не прав. Я пойду. Можешь навещать Хикаро и свой народ. Двери всегда открыты. Ладно. Да пребудут с тобой 10-е. Предтечи придумали столько разных, чтобы помогать другим, помогать планете. Голограммы? Технологии. Гея, ты сказала, что базы данных утеряны. Я сумела перенастроить оборудование для хранения данных, собранных тобой в путешествиях. Варлу нравится заниматься в компании. Вместе учиться проще. Возвращалась в Песню долины? Думала об этом. Но я не нашла бы, что им сказать. Хор и так уже считает меня колючкой в одежде. Знали бы они, что мы сделали с Фа. Даже если бы они поняли, им не удалось бы осознать все это. Нет. Пока назад в племя мне дороги нет. Кажется, ты познакомилась с Таланой? Да, охотница Карха. Я не видела таких доспехов с красных набегов. Но Варл сказал, и ей досталось от безумного короля солнца.
Да, она из хороших, Карха. Поверь. Пообщалась с Каталло? Чуть-чуть. Тенакт недолюбливают нас, чужаков. Ты произвела на него впечатление, раз он пошел за тобой. Итак, ты говорила с Геей? Да. Она согласилась поделиться со мной историей мира предтеч. Рассказала об их кончине и о подвигах ее создательницы Элизабет Собек. Я удивилась, поняв, что это ты. Ушедшая, но возрожденная. Правда, я совсем не понимаю, как. Ты же уже познакомилась с Эрэндом? Конечно. Друг Варла и мой друг тоже. Хотя этот друг очень громкий. Чем занята? Гея составила перечень глифов, которыми писали предтечи. Она помогла расшифровать часть собранных тобой данных и показала, чем может помочь визор. Это непросто, но вроде получается. Рада слышать. Вижу, ты обустроилась. Гея сказала, это место построено для нас, чтобы мы управляли землей с помощью ее системы терраформирования. Ухаживали за ней, как духи земли, за полями Песни долины. Так странно, что забота о жизни вокруг исходит из этого железа. Гея рассказывала что-нибудь о зенитах? Да. Хотя поверить в это мне было сложно. Представить, что среди звезд есть места, где жизнь может свести, как здесь, это нелегко, мягко говоря. И очень грустно, что эта жизнь жаждет уничтожить всех нас. Как же такое мирное племя Утару сумело заключить мир с воинственными Тенакт? Мы отбили их атаки. Когда у нас был богатый урожай, Тенакт сильно завидовали нам. Но чаши Песни долины давали нам убежище и высоту, с которой легко обороняться. В итоге даже Тенакт поняли, что мир выгодней. Утару раз в год делились с Тенакт едой после сбора урожая. А Тенакт присылали к Утару опытного воина, ветерана, чтобы он обучал нас бою. Через несколько лет после помешательства про это забыли. Но в долине живет несколько ветеранов. Да, я их уже встречала. И я хотела спросить, что у вас за разногласия с Хором? Кажется, вы не очень-то ладите. Так бывает, когда ты Утару, которая открыто бросила им вызов. Дважды. Когда Карха вторглись в земли Утару, они не просто напали на наши деревни. Они сожгли поля, угнали людей в рабство и убили тех, кто был слишком слаб, чтобы дойти до Меридиана. И стать жертвой в Кольце Солнца. Я тогда помогала целителям. Песню долины заполнили беженцы. Хор не мог решить, как поступить с захватчиками. Кто-то предлагал воевать, а другие верили, что нас укроют чаши, как и много раз до того. А пока они спорили, я хоронила семена погибших. Наверное, тебе было тяжело видеть, как народ страдает от захватчиков Карха. Я родилась в деревушке у Песни долины. Моя бабушка часто говорила, что там может прорасти любое семя. Я поселилась в чашах, когда стала ученицей целителя. Когда начались красные набеги, я думала вернуться. Но раненые пребывали в Песню долины день за днем. И я так и не ушла. Однажды я узнала, что минувшей ночью отряд Карха разорил нашу деревню. Я бросилась туда с целителями, чтобы помочь выжившим. Но их не было. Мне никак не забыть вонь горящей плоти. Мне жаль, Зо.
Когда мы вернулись, я сразу же отправилась к Хору и потребовала начать борьбу с захватчиками. Хор отказал. Мне пришлось сражаться самой. Ты отправилась сражаться с Карха одна? Да. Но оказалось, у меня есть сторонники. Новости о моих разногласиях с Хором разлетелись по долине. Ко мне пришло больше дюжины воинов Утару, готовых сражаться с врагом. Мы знали, что нам не выстоять против Карха в бою, но мы намного лучше них знали местность. Мы нападали на лагеря по ночам, похищали припасы, устраивали засады на малые отряды. Похоже, вы доставили им немало проблем. Даже Тенакт это заметили. Когда кланы стали теснить Карха, они приняли нас в свои ряды. Мы гнали врага до самого света пустоши. Значит, ты была у света пустоши, когда Тенакт победили Карха? Шериф и Тенакт забрались на утёсы преграды под покровом ночи и напали на врагов сверху. Ворота сразу оказались открыты, и кланы прорвались в крепость. А дальше было то, что я не хочу вспоминать. Когда пыль улеглась и кровь стекла, я ее почувствовала. Вонь горящей плоти. Враг был побежден. И мы с остатками отряда вернулись в земли Утару. Я снова поселилась в Песне долины. Но урожай за урожаем никак не могла прийти в себя. Тогда ты стала отпевницей? Подумала, если буду помогать другим, то и мои страдания уйдут. А потом пришла ты и дала мне выбор. Я могла дальше петь на могилах людей или начать сражаться за их жизни. Я рада твоему выбору. Ладно, пожалуй, мне пора. Тогда вернусь к занятиям. Не выйдет. Дверь заперта, пока Гея не получит доступ. Кажется, тут кто-то все передвинул. Элой, ты нашла свою комнату? Твои спутники решили, что тебе пригодится личное пространство. Очень мило с их стороны. Мое старое копье. Раст помог мне сделать его, когда я закончила обучение. Это было так давно. Я месяцами носила с собой подвеску Элизабет. Но раз мы теперь обустроились тут, пусть она хранится в безопасном месте. Это право на проход, которое Фашав дал мне на посольстве. Мне он понравился. Хороший был человек. И, наверное, очень хотел вернуться домой. Кто-нибудь видел мои фигурки машин для стычки? Ого, здесь все как будто оживает. Ага. Гея разместила все данные из твоего визора в этот архивный зал. С помощью визоров мы сможем изучать их в своем темпе. Ну, между тренировками. И если нужно, сможем сражаться за тебя. Хорошо. Спасибо. Ты, наверное, уже поговорил с Катало?
Я хотел почтить память погибших во время засады на посольстве. Сказал, что никогда не видел такой отваги в бою с машиной. Он ответил, что не нужно хвалить воина за выполнение долга. На мгновение показалось, что с матерью говорю. Никогда бы не подумал, что у Тенакт и вождя Нора так много общего. Талана тут, наверное, не задержалась? Ты угадала. Что такого сделал этот Амадис, чтобы она так о нем пеклась? Мне она об этом не рассказала. Должно быть дело серьезное. Думаю, расскажет в свое время. Как все справляются с визорами? У всех у нас свои трудности. А у Эренда их больше всех. Но, надеюсь, упрямство Азерам победит. Как тут у вас дела? Ну, мы привыкаем. Стрелы тут пока не полетели. Как идут занятия с Зо? Мы и правда много занимаемся. В основном. Она уже читает глифы намного быстрее меня. Глупо отказываться от ее помощи. Конечно. Нашли что-то интересное? Мы закончили с дневниками, которые ты собрала на землях Нора, из горы Великой Матери. Трудно представить, что наши предки были заперты там, без знаний и наставления Аполлона. Спасибо Теду Фару. Да. Интересно, каково им было наконец выйти на свободу? Мир, наверное, показался им прекрасным. И очень опасным. Они же были совсем детьми. А стали целым племенем. Похоже, я ошибалась по поводу зенитов. Их корабль не взорвался по пути к Сириусу, как все думали. Мы видели, как они врали о лучшем будущем в своем комплексе. Похоже, они соврали и о своем корабле. И все же, племя, летящее среди звезд. Я не сумела даже поцарапать их щиты Вару. Один зенит чуть не убил меня. Но ты смогла восстановить Гею. И мы используем против них Гефеста. Будем надеяться. Сможешь присмотреть тут за порядком? Если Эренд перестанет слушать одни и те же песни раз за разом, наверное, мы справимся. Привет. Привет. Тут мило. Ну, не я же все это построила. Ну да. Понимаю, почему ты не хотела нас звать на эту войну. Дело серьезное. Но я не волнуюсь. Я готов ко всему. Ага. Я надеялась, ты сможешь мне помочь. Речь о мятежниках Тенакт. И, кстати, о воинах Азерам. Серьезно? Звучит пугающе. И как я могу помочь? Осваиваешься? Варл помогает мне понять, что к чему, правда, от него иногда и слова не дождешься. Не знаю, кто его волнует больше, Гея или наша подруга Утару. А что насчет авангарда? Разве тебе не нужно командовать ими на Востоке? Я отправил в Меридиан людей с посланием. Сомневаюсь, что Авад запретит мне помочь спасительнице Меридиана. Значит, ты познакомился с нашим Тенакт? Он тихий. Я думал, все в его племени кровожадные психи. Нельзя же верить всему, что говорят. Да. Ну, раз ты ему доверяешь, могу и я. Значит, Талана приходила? Прибежала и убежала. А я-то думал, мы хоть выпьем с ней. Единственная веселая карха из всех. Но, похоже, у нее было слишком много срочных дел. Вижу, Варл дал тебе визор. На мне он не так здорово смотрится. Но кузней клянусь, сколько ж через него видно. В том числе ужасного, типа кончины мира предтеч. Все еще не могу уложить все это у себя в голове. Я никогда не понимал, как ты сумела найти мою сестру там, в Доме Солнца. А теперь понимаю. Кажется. Думаю, и я на что-то сгожусь. Ну там... Со временем всему научишься. Да.
Значит, теперь ты в курсе, кто наш враг? Врать не буду. Когда Варл заявил, что эти мерзы явились со звезд, я решил, что он лечебных ягод обожрался. Но с тобой поведешься, таких странных вещей навидаешься. И все они почему-то хотят нас убить. Да, это точно. Я узнала про военный отряд Азерам. Они зовут себя сынами Прометея. Похоже, это они подчиняют машины для мятежников Тенакт. А я думал, так только ты умеешь. Им доступны знания древних. И они не любят Карха. Так. Год назад мы помешали Дервалу и его громилам отомстить за красные набеги и взорвать Меридиан. А выходит, есть еще отряд Азерам, который мечтает уничтожить Карха? С помощью армии машин и кровожадных Тенакт? Ну да. Чудесная новость. Поможешь мне разобраться, кто они такие? А еще выследить их и остановить. Конечно, я пошлю пару сообщений из Скрежета горы. Свяжусь с ребятами из Жилы. Может, узнаем чего. Заранее спасибо. Да, и если что узнаю про этих сынов Прометея, расскажу тебе. И я. Пицца. И чем дольше ее доставляли, тем она была хуже на вкус. Что-то вроде... С возвращением, Элой. Когда будешь готова, проведи... Мое слияние с эфиром. А потом мне нужно обсудить с тобой важное дело. Так, модуль данных внутри. Прекрасный выбор. Прекрасный выбор. Ошибка. Дрон отключен.
Что ты хотела обсудить? Пока тебя не было, я получила необычную передачу на выделенной для Элифии частоте. Элифия? Вспомогательная функция, которую ты не могла засечь. Да. Передача шла так медленно, что сперва показалась мне случайными обрывками данных среди цифрового шума. Но я нашла последовательность и со временем сумела собрать полное сообщение. Координаты. Куда они ведут? Это гора к северо-западу отсюда. Предостерегу тебя, Элой. Возможно, это настоящая передача. Но также возможно, что ее отправил кто-то или что-то другое. Ты думаешь, это не Элифия? Я не уверена. Что такое СОС? Это древний код. Сигнал бедствия. Отчаянный зов на помощь. Зачем Элифии слать шифрованное сообщение на частоте, известной только вам двоим? Думаю, это было сделано, чтобы избежать обнаружения. Или для того, чтобы создать видимость такого намерения. Также я не понимаю, почему Элифия могла счесть, что я приму этот сигнал бедствия и отвечу на него. Она должна считать, что меня больше нет. Что ж, или Элифия в беде и звала на помощь в надежде, что ты жива? Или кто-то другой пытается привести нас в то место, притворяясь Элифией? Я предположила так же. Могли эту передачу отправить зениты? Согласно данным, полученным из твоего визора, зениты нашли другое основное ядро Геи на испытательном полигоне Аида. Можно предположить, что у них есть доступ к моим выделенным частотам. И... возможно, они ждут, что ты ответишь и обнаружишь себя. Возможно. Однако передача крайне непостоянна. Если бы они хотели меня спровоцировать, то сделали бы ее более регулярной. Пожалуй. Может, это и не они. Ты сказала, что координаты ведут к горе на северо-западе. Что там? У меня нет записей об объектах в той местности. Ясно. В том сообщении было еще одно число. 237. Что оно значит? Я провела поиск по доступным базам данных, но не смогла найти ничего подходящего. Возможно, значение числа станет ясным в указанной локации. Ладно, отправлюсь в то место и поищу источник передачи. Одна собралась? Ха! Ну нет. Я подключила Эренда и Варла к разговору через их визоры. Я согласна, что тебе не стоит идти одной. Вдруг это ловушка? Может быть и ловушка. Но если это Элифия, тогда она в беде, и я должна ее вызволить. Не волнуйтесь, я буду осторожна. Мы пойдем с тобой. Ладно. Тогда собирайтесь. Хочешь, улучши снаряжение, а мы будем у западного выхода. Элой. Хитро ты придумала. Подключить Варла и Эренда к разговору. Я рада, что ты приняла их помощь.
Ты хочешь обсудить что-то еще перед отправлением? Что можешь рассказать о Диметре? Диметра сеет, удобряет и ухаживает за растениями. Значит, если ее вернуть, можно будет справиться с порчей? Постоянное решение проблемы потребует способности Гефеста. Но с Диметрой я смогу на время улучшить ситуацию. Однако, не забывай. Как и Эфир с Посейдоном, Диметра ответила на мой запрос нестандартно. Она одинока и напугана, а потому может предпринять меры по укреплению безопасности. Ясно. Я буду начеку. Пропавшие вспомогательные функции. Расскажешь что-нибудь о них? Артемида заново заселила Землю разнообразными животными. Илифия должна была создать, вырастить и воспитать новое поколение людей. Задачей Аполлона было сохранение, организация и распространение архивов знаний и культурных достижений человечества. К несчастью, все данные Аполлона были уничтожены 2 февраля 2066 года по приказу Теда Фару. Опять Фара. Ненавижу этого гада. Можно понять. Он был патологически самовлюбленным, импульсивным и нестабильным. Все 3 пропавшие функции уже завершили свою работу, либо им помешали. Они еще нужны? Да, если это возможно. Внедрение их в основную систему улучшит мои вычислительные способности. Возможно, ты сможешь найти Илифию по координатам СОС. Артемида и Аполлон, однако, все еще скрыты. Итак, Посейдон. Что о нем расскажешь? Посейдон отвечает за органический и химический состав водных ресурсов. Как только ты вернешь его, я смогу улучшить состояние водной среды в регионе. Но будь осторожна. Как и остальные, Посейдон растерян и напуган. Захватить его будет совсем непросто. Я поняла. Ты сказала, что эти страшные бури закончились. Это работа Эфира? Да. Благодаря возможностям Эфира мне удалось на время стабилизировать погодные условия в регионе. Тенакт смогут наконец выдохнуть. Одна из их деревень все еще восстанавливается после схода селевого потока. Я буду поддерживать состояние атмосферы так долго, как смогу. Почему Эфир выбрал древний военный музей? Как и другим вспомогательным функциям, Эфиру требовалось найти процессор достаточной мощности и объемов. И судя по длительной работоспособности голограмм, музейный компьютер подходил для этой задачи по всем параметрам. Значит, Эфир посчитал его надежным пристанищем. Верно. Впрочем, любопытно, что он выбрал место, окруженное обломками воздушных судов. Может, там он был как дома. Как дела у Катала? Потеря руки все еще причиняет ему сильную боль. Пусть он и не выражает этого вслух. Я могу помочь возместить его потерю, если он этого хочет. Правда? Уверена, он захочет. Как тут обстоят дела? Зо изучила строение духов Земли Утару, чтобы понять природу их болезни. Без способности Гефеста я, к сожалению, не могу скорректировать их программы. Однако, мы с Зо надеемся найти иной способ их излечить. Это хорошее дело. Варл и Зо проводят вместе много времени. Это так. Изучая древние данные, Зо нашла информацию о типе диеты, известном как
вегетарианство. Она нашла в нем сходство с принципами Утар и предложила Варлу опробовать эту диету. И что в итоге? Они не пришли к единой точке зрения. Как тут поживает Эрент? Он значительно повысил навыки пользования визором после случившегося. А что случилось? Увы, свой первый визор он разбил, когда пытался закрепить его на виске. Помимо множества обычных ругательств Азерам, он также обвинил прибор в излишней тонкости. Он многократно заверил меня, что больше этого не повторится. Да уж, хорошо, что у нас есть запасные. Гея, какой была Элизабет? Все мои воспоминания связаны с ней. Она была рядом, когда я включилась. Мы обменялись приветствиями, именами и начали работу. С тех пор мы много раз разговаривали. Мне было приятно ее общество. Она много рассказывала. Она создала меня. Воспитала. Стала другом. Да. Когда я изучала данные из твоего визора, весть о ее судьбе опечалила меня. Хорошо, что она добралась до дома. Но жаль, что она была там совсем одна. Это был ее выбор. Она пожертвовала собой. Единственная из всех. Спасибо. Итак, проект «Новый рассвет». Величайшие умы мира работали над системой терраформирования, пока чума Фара пожирала планету. Как это было? Люди работали круглосуточно, в несколько смен. Ресурсы и технологии свозили со всей планеты. Спустя месяц с начала работы им удалось запустить меня и начать обучение. Элизабет побуждала меня больше общаться с другими участниками проекта. Она сказала, что знакомство с разными точками зрения будет полезно для моего эмоционального созревания. Они чувствовали... Страх, надежду, веру в успех. Они бились над решением масштабных задач, каких еще не знал мир технологий. Я всем обязана их упорству. Испытательный полигон Аида, где я нашла ядро Геи. Это была лаборатория Фаро? Да. До присоединения к новому рассвету там создавали и испытывали мощные компьютерные вирусы. Это был один из многих проектов автоматизированных систем Фаро. Ему было мало построить машины-убийцы. Он хотел еще и заразить их вирусами. Когда-то, еще до битвы у Меридиана, я побывала на землях Банук. Там я нашла еще один не связанный с новым рассветом. Бирюзу. Ее создали для проведения работ по стабилизации вулкана. 1000 лет она провела в одиночестве. Ты, наверное, о ней не знала? Нет. Согласно данным твоего визора, Бирюза была отрезана от окружающего мира. Ее создатели пытались защитить ее от чумы Фаро. Она сможет нам помочь? Я уже пыталась выйти на связь, но безуспешно. В прошлый раз внешний сетевой контакт принес ей много проблем. Думаю, она не желает их повторения. Ну да. В прошлый раз ее поработил Гефест. Что ж, очень жаль. Думаю, вам двоим было бы о чем поговорить. Эфир нашел убежище в процессоре древнего военного музея. Он был посвящен какому-то кризису горячей точки. Ты что-нибудь знаешь об этом?
Все мои знания об истории, к сожалению, были утрачены с базы данных Аполлона. Однако, в журнале климата зафиксирован пик глобального потепления в 2030-х годах. Подобные условия должны были привести к длительным засухам, участившимся песчаным бурям и сокращению земельного фонда. Вряд ли они построили бы в честь этого музей посреди пустыни. Видимо, ситуация все же улучшилась. Да. Судя по данным, климат пришел в норму во время эпохи нормализации в 2040-х годах. Внутри вала, посреди горы валунов, был замурован древний танк. Как он туда попал? Во время чумы Фаро военные США вновь стали использовать живых бойцов вместо ненадежной автоматизированной техники. Возможно, тот танк был частью управляемой людьми боевой дивизии. Значит, они сражались в долине с машинами Фаро, пока гора не взорвалась и не засыпала их обломками. Значит, это региональный центр управления. Он должен был следить за терраформированием? В этом регионе – да. И если новые люди получили бы знания из базы Аполлона, их бы направили сюда, чтобы они взяли на себя управление. Но этого не произошло, и место осталось пустым. Пока его не заняла Минерва. Из этого зала должно было вестись наблюдение за обстановкой? Да. Отсюда сотрудники объекта могли бы наблюдать за погодой и активностью машин в текущий момент. Другие возможности этого зала также можно восстановить. Для этого нужно найти и подключить больше камер. Я их поищу. Я пойду. Тогда до свидания. Элой, я смогла открыть еще одну комнату в жилой зоне. Хорошая новость. Загляну туда, как смогу. Гея, он не нужен? Думаю, всем без него будет лучше. Похоже, Гея сумела отпереть эту дверь. Гея, что это была за комната? Здесь должны были отдыхать сотрудники Центра управления. К сожалению, модули развлечений пропали с базой данных Аполлона. Еще одна комната. Что в ней?
эту штуку прямо себе на голову. Который мы разбили в битве. Ха, вот и она. Готова к выходу? Пошли. Но мы даем. 3 закаленных в боях воина разгадывают страшную тайну. Молот мне в жерло. Смение крутой горы. Зов о помощи. Прийти не мог, да? Дикарь. Какого черта? Без Эля не разберешься. Варл, глянь, нет ли там чего-нибудь? Сейчас. Осмотрим поле боя. Начнем с нее. Что ж, зенитов явно больше, чем мы думали. И как ты сражалась с таким? Я выжила чудом. Эти мятежники как-то сумели отключить ее щит. Но что она тут делала? Можно прослушать последние переговоры, но надо еще просканировать все вокруг. А что это за дикое оружие у нее было? Она его как будто Что? из ниоткуда доставала. Привет, Вербена. Какие Но новости? теперь его нет. Я везде проверила, объекта Ну, делай нигде свое нет. дело. Может, прекратим Подожду. этот бессмысленный поиск? Давай не будем забывать о том, кто его упустил. Результаты мне нужны до заката. Как думаешь, справишься? Погоди. Кажется, я что-то вижу. Нельзя отвлекаться на холод. Мать моя. Ну и бардак. У этого призрака была задача помочь в поисках объекта. Интересно, что это за объект? Теперь это мое.
Мятежники Тенакт, Азерам, Зенит и клятая машина. Мне надо... Один из сынов Прометея. Похоже, его визор переправлял куда-то данные о том оружии. Оружие еще горячее. Надо разобраться, как оно работает. Но сперва оно должно остыть. Похоже, мятежники провели здесь какое-то время. Наблюдали за округой? Ладно. Кажется, я поняла, что тут произошло. Вернусь к Эренду. Моя кузня. Ну что, та, что видит невидимое. Чего там увидела? Нападение было спланировано. Я нашла их стоянку наверху. Мятежники сидели тут в засаде уже несколько дней. Они ждали, пока появятся зениты. Ждали, чтобы испытать оружие. Персональные щиты делают зенитов неуязвимыми, но это оружие их отключило. Те Азерам отсылали всю информацию куда-то еще. Это было испытание прототипа. Я слышал о подобных испытаниях. Копатели всегда сперва пробуют почву. Раз он взорвался, значит, не доделал. Она искала тут что-то потерянное. У ее дрона был приказ обнаружить некий объект. Объект? В смысле, ту функцию, которую мы тут ищем? Или их? Вряд ли. Ладно, поговорим с Варуном. Спуск тут длинный. Что-то пробило туннель прямо в гору. И недавно. Должно быть какая-то мощная штуковина. Та зенит, которую убили мятежники, искала какой-то... объект. Не знаю, что это, но думаю, оно где-то внизу. Ясно. Значит, спускаемся. Эренд, побудь здесь на страже. Сюда могут заявиться еще зениты. Не хочу, чтобы они застали нас врасплох. Что увидишь, сообщи по визору. Ладно, если будут проблемы с Висном. Идем.